Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео у нас покупки с сайта AliExpress. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу, в котором представлены фотографии тех товаров, о которых пойдет речь в данном видео. И если вдруг вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной. Я расскажу об этом товаре поподробнее. Ну, желаю вам приятного просмотра. Начать обзор хочу с тренировочной силиконовой руки. Почему тренировочная? На данной руке можно тренироваться, выкладывать такой материал, как акрил для наращивания ногтей, укрепления, ну, в общем, выкладка материала. В принципе, подойдет и для выкладки гелевых материалов. Для тренировки аппаратного маникюра рука не подойдет, так как ну, от фрез силикон может повредиться. Рука довольно реалистично выглядит, пальцы гнутся во все стороны, можно раздвинуть, сдвинуть их, в общем, поставить так, как вам нужно, так, как вам удобно. Рука увесистая и даже на ощупь очень похожа на настоящую. Знаете, первое время даже такие вот мурашки по коже пробегали от прикосновения. У продавца на выбор представлена правая и левая рука. Также можно приобрести два варианта в наборе. В комплекте идет держатель на присоске с таким шариковым креплением. Держатель качественный, прочный, упругий, очень хорошо держит руку. Установить руку на этот держатель в принципе не составляет никаких сложностей. Рука на держателе остается подвижной, и это, на мой взгляд, плюс, так как вы можете, ну, крутить, вертеть руку так, как вам удобно. Присоска надежно фиксируется к ровной поверхности и довольно хорошо, уверенно держит вот эту вот руку, несмотря на то, что рука, она действительно, ну, такая нелегкая. По размеру это рука молодой девушки с тонкими изящными пальцами. По цвету рука загорелая. Я сама смуглянка. Ну вот рука еще такая более загорелая. Ну, на самом деле на фото и на видео это даже ну, намного лучше смотрится такой цвет. Я данную руку рассматривала именно в качестве отработки дизайнов. И для этой руки подходят ну, типсы, в которых есть какой-то такой вот размерный ряд, скажем так. Ну, то есть это должны быть типсы разного размера. Я для этой руки использую так называемые гелевые типсы. Там подойдут и обычные пластиковые, самые что ни на есть бюджетные. Ну, по размеру было подобрать абсолютно несложно на каждый пальчик. Вставляя типс, можно немного регулировать длину, то есть если вставить типс поглубже, то будет покороче, да, ноготок. Если немножко вытянуть, то будет подлиннее. Тут вот я решила вам показать, насколько у данной руки глубокий подкутикульный карман. То есть вот на такую глубину можно а, немного вот углубить типс. Но имейте в виду, что это если типс соответствует определенной форме. То есть если типс квадратный, то, соответственно, так далеко, так глубоко вы его не вставите. Также в комплекте с рукой шли аксессуары: кольцо, такое, которое вытягивается, ну, такое как на пружинке, и браслет. Но вот кольцо, если его одевать на эту руку, то ближайшие пальцы, они, ну, топорщатся, так как само кольцо очень толстое. А браслет тоже тянется, в принципе, одевать его также легко, но ну, не знаю, может быть, кому-то это понадобится. Мне вот пока что не пригодилось ни кольцо, ни браслет. На сегодняшний день эта рука стала моей помощницей и звездой в моих шортс-видео. Следующий товар мною приобретался в качестве холдера для нейл-наклеек и слайдеров.
Тут жесткая обложка и 20 листов, на каждом листе по 4 кармашка. Вот эти вот листы, они уже такие более прозрачные. Обложка жесткая, ну, довольно надежная, прочная. Есть также заклепка для того, чтобы можно было этот альбом закрыть. Также его, в принципе, можно использовать и в качестве фотоальбома. В таком холдере можно разместить 80 фотографий, ну а в моем случае 80 наклеек либо слайдеров. Размер самого альбома примерно 20 на 15,5 сантиметров, толщина 2,5 сантиметра. В самих кармашках комфортно можно разместить слайдеры либо фотографии размером 9 на 12 сантиметров. Следующий товар – это пластиковый бокс для хранения. Безусловно, хранить в этом боксе можно много чего, но у продавца данный бокс представлен именно как в качестве бокса для Tips, для демонстрации Tips. Изначально идея мне понравилась. Размер бокса 18, ну, где-то с половиной сантиметров на 11,5 сантиметров. Высота бокса 2 сантиметра. Пластиковая коробочка надежно закрывается. Для того, чтобы разместить в ней типсы, понадобятся и типсы, и двухсторонний скотч. И, в принципе, ну, как неплохая, да, такая вот идея, но хоть и заявлено то, что коробочка прям прозрачная, да, через нее, конечно, видно, какие там типсы вы разместили, но она все-таки не настолько прозрачная, как хотелось бы. Тем не менее, демонстрационные типсы в такой коробочке пылиться не будут. Но для меня все-таки на сегодняшний день лучшим вариантом остается вот такие вот рамки для хранения медалей, которые тоже я заказывала на Валберес и на Алиэкспресс. Тут я вам просто решила показать, насколько вот в рамке типсы лучше видны, нежели в этой коробочке. К тому же, на мой взгляд, в рамках типсы смотрятся ну, презентабельней. Тем не менее, данную коробочку я приспособила для хранения кисточек, так как по длине вот эта коробочка очень отлично подходит для этого, потому что сюда помещаются даже самые длинные кисточки. Ну а высота, в принципе, тут не нужна, потому что кисточки, они сами по себе тонкие. Кстати, на Алиэкспресс мне пришлось отдельно заказать подставки для вот этих вот рамок. А, Пришли быстро, в принципе, и теперь эти рамки более устойчивые, то есть их можно поставить на стол, и они не падают. Причем стоит отметить, что с Валберес мне эти рамки пришли без подставок, а с Алиэкспресс эти рамки пришли уже с подставками. Следующий товар – это силиконовый коврик у продавца. Эти коврики представлены в разных размерах и разной толщины. У меня коврик размером 50 сантиметров на метр и толщина 1,8 миллиметров. Данный коврик защищает мой стол от всех манипуляций, которые я на нем произвожу. Коврик с одной стороны ну, такой глянцевый, с другой стороны более матовый, он плотный, толстый, не, не бахромится по краям. Коврик не боится агрессивных жидкостей, гелевых материалов, легко моется. Ну, в общем, очень надеюсь, что он мне долго прослужит. Перманентный маркер, заполимеризованный гель, все замечательно отстает от силикона. И я очень давно искала коврик большого размера. До этого у меня был 50 на 70, по-моему. Сейчас вот такой вот большой коврик у меня на столе. Это очень удобно. Следующий товар – это фреза, а точнее насадка диаметром 3 мм для сменных бочонков. У меня есть подобная насадка для бочонков с большим диаметром. Тут вот по рекомендации Елены Мюнхен я решила попробовать такие вот бочонки поменьше. Вот эти вот сменные бочонки я заказала гритность 180 и 240. И тут в пакетиках по 50 штук. Большие бочоночки используются чаще всего мастерами в педикюре, но ими также можно и
опиливать материал вместо пилочки. Сейчас на своих экранах вы видите разницу между уже привычным бочонком и вот этими новыми. Ну, где-то примерно в 2 раза. По сравнению, вот если с ноготком сравнивать, то, конечно же, к ноготку больше подходят именно вот такие вот маленькие бочонки. Я уже пробовала опиливать ими поверхность. Ну, в принципе, действительно, вместо пилочки вполне удобно использовать. Ну, я имею в виду именно поверхностный опил, то есть не опил формы, да, то есть как бы там пилочку пока что нечем заменить. Работать такой фрезой можно и на высоких, и на низких оборотах. Как вы сами видите, она в принципе тонкая. Мне больше понравилось ею работать на где-то примерно вот 20-25 тысяч оборотов. Конечно же, вот эти вот сменные абразивные колпачки, они одноразовые, в лучшем случае хватит на один маникюр. Но вот тут есть такой небольшой минус. После работы вы снимаете колпачок, и вот он снимается с частью вот этой фрезы. По незнанию я чуть было не выкинула использованный колпачок вместе с вот этой вот съемной насадкой. Не знаю, насколько это ну вот так вот предусмотрено производителем, либо у меня просто какой-то брак, а может быть действительно это сделано для того, чтобы колпачок легче снимался с фрезы. Не знаю, но вот тем не менее, вот имейте в виду, что есть вот такой вот момент. Дальше речь пойдет о двух твердосплавных фрезах с синей насечкой. Приходят они в транспортировочных футлярах. Ничего не пострадало при транспортировке. Фрезы пришли в отличном состоянии. Все-таки на AliExpress покупать подобные фрезы намного выгоднее, поэтому вот тут и заказала. Этими фрезами я работаю, они у меня есть в моем арсенале, просто вот еще заказала две про запас, пусть будут. Все-таки фрезы это такой вот расходный материал. К тому же могу сказать, что я очень часто заказывала фрезы именно у этого продавца, и с ними все замечательно, все отлично. Фрезы хорошо работают, справляются со своей задачей. А, Как вы сами видите, отлично оцентрованы, не бьют, не шатаются, не дребезжат. В общем, все с ними хорошо. Следующий товар – это силиконовые шаблоны для создания такого дизайна, как френч. Данные шаблоны, ну, в принципе, предназначены для использования в верхних формах. В наборе 12 размеров по 2 штучки. На каждом шаблоне указан размер, причем он указан, конечно, крупно, тем не менее, все-таки тут цифры видно только под определенным углом. Но спасибо, что хоть крупные цифры. Я уже использовала подобные шаблоны, только с другой формой улыбки френча, скажем так. Тут френч получается не такой усастый, как в тех шаблонах. Тут я решила попробовать использовать данные силиконовые вставки именно для гелевых типс. И тут стоит отметить, если, к примеру, да, с верхними формами мы подбираем верхнюю форму, к примеру, размером троечка, и вот этот шаблон мы также берем размером троечка, то тут немножко другая ситуация. Для гелевых типс шаблон нужно подбирать намного меньше. Вот, к примеру, у меня гелевый типс размером троечка, а вот этот шаблон в итоге подошел размером семерка. В верхних формах мне понравилось использовать такие вкладыши. Но вот оказывается с гелевыми типсами немножко этот способ не проканал. Ну, тем не менее, возможно, нужно немножко потренироваться, еще немножко поэкспериментировать и что-нибудь да получится. Шаблон легко отошел от гелевых типс, но вот улыбка получилась совсем не идеальной. Но еще раз говорю, возможно, нужно еще немного поэкспериментировать.
Для наращивания коротких ноготков, на мой взгляд, такая форма улыбки больше подходит. Дальше речь пойдет также о силиконовых формах, только предназначены они уже для создания 3D дизайнов. Заказывала я эти формы у двух разных продавцов, и у каждого из них эти формы представлены, ну вот просто в различных вариантах, то есть там можно при помощи этих форм создать различные 3D такие вот элементы, которые можно использовать и в верхних формах, и в качестве декора, ну то есть для ногтей, ну и не только для ногтей в принципе. К качеству данных формочек у меня абсолютно нет никаких претензий. Вроде все отлично. Давайте посмотрим, какие же элементы с этих формочек можно получить. Для начала нам нужно заполнить формочки. Я их заполняю обычным гель-лаком. При этом нужно постараться так, чтобы гель-лак полностью заполнил ну вот эти вот формы. Затем вот скрапером я просто прохожусь по поверхности для того, чтобы убрать излишки гель-лака. Эти излишки я использую на третью форму. Просто я решила сделать вот эти вот фигурки, все, которые представлены на этих силиконовых шаблонах. К тому же, убрав лишний гель-лак с поверхности, видно, ну, в какую ячейку, скажем так, нужно добавить этот самый гель-лак. В общем, пришлось поработать также и ну, такой тоненькой кисточкой для того, чтобы заполнить все ячейки, заполимеризовать. Полимеризовала я в течение 60 секунд. И вот уже потом, собственно, можно посмотреть, что получается. Да? Вот, например, вот цветочки. Какие цветочки поместятся на ноготок, какие нет. Ну, в общем, тут вот разные размеры. Извлечь уже готовый элемент с формы несложно, достаточно просто немного согнуть силикон, и ну, вот эта вот деталька, она уже сама, в принципе, от него отстает. На больших шаблонах вот эти вот элементы получаются более объемными. На маленьких шаблонах вот эти вот элементы, фигурки получаются более плоскими. Если вы или ваши клиенты любят объемные дизайны, то стоит присмотреться к таким шаблонам. На мой взгляд, неплохой вариант. Можно такие фигурки сделать заранее и потом уже по мере необходимости их использовать. Храниться они будут очень долго. Тут вот я показываю, насколько они, в принципе, тонкие и пластичные. Это те, которые в маленьких формочках получаются. Буковки также можно вставлять, ну, то есть собирать слова. Единственное, вот тут буковки, ну, как мне показалось, все-таки большие. Ну, на ноготке уместится в длину, наверное, 3 буквы, 3-4 буквы. Конечно, тут все зависит от длины нарощенного ноготка. Ну и вот розочки, они уже такие более объемные получаются, но тем не менее для верхних форм они ну, отлично подойдут. Ну, может быть, не самая большая розочка, но тем не менее. Как вы понимаете, силиконовые формы, они многоразовые, то есть сколько угодно можно создать этих цветочков, букв и там всяких нот. Ну, вот я для них вот такую вот коробочку отдельную приспособила и по мере необходимости буду доставать. Дальше речь пойдет о пластинах для стемпинга. Это пластина от магазина Protega GR521. Это пластина на подложке размером 9 на 12 сантиметров. Изначально была защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Сейчас, мне кажется, уже все пластины довольно хорошего качества, с хорошей гравировкой, и, в принципе, ни в каком тестировании они уже не нуждаются. Единственное, на что мы сейчас обращаем внимание, так это на рисунки, которые выгравированы на этой пластине. То есть выбираем те, которые понравились. И вот если в пластине от Protega я была уверена в качестве, то вот следующая пластина от совсем неизвестного мне продавца. Тут мне понравилось то, что представлены рисунки различных автомобильных марок.
Тем не менее, несмотря на то, что я не знакома с качеством этих пластин, тут все отлично, и тонкие линии, и полые рисунки, все замечательно отпечатывается. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины Mutin 166. Если у вас есть пара пластин без подложек и вам некомфортно, неудобно ими пользоваться, к тому же это еще и небезопасно, то между собой их можно а, склеить при помощи двухстороннего скотча. Таким образом вы обезопасите свои руки и пользоваться этими пластинами будет намного удобней. Ну, таким образом у нас получается как бы двухсторонняя пластина. При хранении пластины много места не займут, так как сами подложки на пластинах, они тоже довольно объемные, массивные, тяжелые. Ну, то есть представьте, если у вас там не одна, не 10 пластин, а их там больше сотни. Так вот, подложки по размерам это еще такая же сотня пластин. Ну и теперь вы точно не поранитесь о край пластины, и пользоваться ими будет уже намного безопасней. Вот как раз дальше речь пойдет о еще двух пластинах для стемпинга от компании Николь Дари, и обе они также без подложки. С пластинами от Николь Дари я знакома, к качеству их пластин у меня абсолютно нет никаких претензий. Тут я чисто выбирала по нужным мне рисункам. В последнее время мне просто нравятся вот именно вот эти вот шахматные шашечки. Тут также представлены и различные варианты пламени. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины 293. Следующая пластина для стемпинга, ну, также от Николь Дари, но это, знаете, такой вот мини-формат пластин. Тут размер 12 на 4 сантиметра. У меня до этого не было пластин ну, такого размера. На пластине представлены такие, знаете, пузырьковые композиции, и хоть пластина и маленькая, но вот мне кажется, для такой темы именно пузырчатой, в принципе, этого достаточно. Ну и вот так вот смотрится несколько также отпечатанных рисунков с пластины S11. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!